Всем привет, канал Стейнхаус. Вот такая титановая ложка. Ну, эту ложку я покупал в магазине Сплав, просто на Алиэкспрессе есть точно такие же ложки, прям копии, они, конечно, дешевле. Вот, но мне тогда нужна была срочно, я вот переплатил. Но не в этом дело. Это походная такая туристическая ложка, которую я беру с собой в поездки, в походы. Вот, ложка очень компактная, складная. Она, конечно, небольшая. Вот сама вот эта ложка, ей вот если есть какой-то суп, допустим, не очень удобная, потому что жидкости очень мало она зачерпывает. Ну, как обычно, жидкость выпиваешь через край и гущу ешь вот ложкой. Вот. Есть, конечно, на Алиэкспрессе такие ложки, точно такие же, только намного крупнее такая вот. Там я видел здоровая ложка, прям ей хорошо будет вот какой-то суп есть. Вот. Но она уже крупнее, как бы, ну, немного потяжелее. Это все-таки титан, он весит очень мало. Я, если найду ссылки, посмотрю на Алиэкспрессе, оставлю в закрепленном комментарии. Вот. Вообще, я видел эти ложки, там вот здесь логотип Сплава, где я покупал на Алиэкспрессе, они тоже под разными логотипами продаются. Ну, такое впечатление у меня складывается, что делают их на одном заводе и лепят разные лейблы и под своим, типа, логотипом продают. Складывается ложка и раскладывается вот таким образом. Здесь вот есть такие два бугорка, вот, выпирают. И просто она так раз и защелкивается за них. Также есть вот такая штучка здесь. Это неспроста, не для красоты. Она нужна для того, чтобы вот так сдвинуть ее вниз и распереть вот эти два прутика вот этих, чтобы ложка не складывалась. То есть она уже не сложится, если вы будете что-то мешать такое густое. Без этой штучки, если ее не задвинуть, допустим, какое-то сопротивление, и ложка легко складывается. Поэтому надвигаешь эту штучку, и все, она никак не сложится уже. Вот. Но вот эта штучка сама и вот эта проволочка, она, судя по всему, не титановая. Это, наверное, сталь какая-то. Потому что отличается по виду, блестящая такая. Вот. Ну, можно ее вот так снять, если нужно. Не знаю. Но это вряд ли будет нужно. Показываю, что есть такая возможность. Вот. В поход я вообще с собой беру только одну эту ложку. Я думал заказать на Алиэкспрессе вилочки там всякие. Точно такие же, такой же конструкции, только есть вилка. Есть такая же ложка, только с вырезами, как у вилки. Такая ложка-вилка наполовину. Но как-то я все-таки думал, красиво, прикольно, да, хочется заказать, но это и лишняя трата денег, и лишние вещи с собой таскать. Я пришел к такому выводу, что ложкой можно есть все, что то же самое, что можно есть и вилкой. А вилкой нельзя есть то, что можно есть ложкой. То есть вилкой ты не будешь жидкости есть, не сможешь. Вот. Поэтому ложка — это универсальный такой столовый прибор, как я для себя решил, и ничего другого мне и не нужно. Ну, разве что побольше можно было бы взять ее, чтобы жидкость еще лучше черпать. Но, в принципе, вот я пользуюсь нормально. Размер каждый для себя выбирает. Вот, конечно, титановая посуда, она не очень дешевая, но зато, ну, мне лично вот для себя приятно пользоваться и в руках держать. Вот. Также есть у меня сейчас кружечка вот такая, тоже покупал в Сплаве, тоже потому что нужно было побыстрее, без ожидания. Конечно, переплатил. Все то же самое есть на Алиэкспрессе, дешевле. Вот, кружечка эта я пользуюсь также в походах и беру с собой в поездки, да и дома тоже иногда ей пользуюсь. Правда, редко, она часто закопченная, ну, можно помыть. Ну, на кружечку я не знаю обзор, что на нее делать. Я думаю, сделаю такой обзор, как я кипячу воду в походных условиях. То есть нужен ли чайник, ну, тоже мои мысли лично для себя, что я решил с кипячением воды, как я, ну, для заварки чая. Также титановая кружечка, она тоже невесомая, тоже очень прикольная. Все, вот, ручечки складываются компактненько. Вот эту ложечку можно, допустим, очень компактно вот так же хранить в кружечке, что-то еще сюда положить, какие-то там соль, сахар, там, специи, не знаю. Вот. Ну, допустим, какую-то гречку есть вареную этой ложкой, гречку там с тушенкой или что-то такое, какие-то макароны. Нормально. Ну, правда, она ложечка небольшая, можно было все-таки вот, я не знаю, взять побольше. Возможно, закажу когда-нибудь. Я вот все вроде этой справляешься, как бы какую-то гречку вот ешь, когда там, ну, не очень немного захватывает. Вроде нормально, а вроде хочется и что-то и побольше. Вот в этом плане не знаю. А по поводу брать ли вилку или нет, я для себя решил, что мне она не нужна. По весу эта ложечка, вот если на весы ее положить, весит вот столечко всего лишь. Ну, конечно, вот эта ручка, она не титановая. Так, если ее снять, она вес имеет больше, чем, ну, по ощущениям, чем сама ложка.
Вот. Ну, а так все мне понравилось. Был, конечно, у этой ложечки чехольчик, но я его потерял. Вот. Также, кстати, потерял крышку от этой кружки. Ну вот на этом, наверное, все. Ссылки будут в первом закрепленном комментарии на AliExpress, на посуду вот такую, на ложки, вилки, может быть, найду тоже. Туда все выложу, если кому интересно, можно посмотреть. Вот такая прикольная ложечка. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также мой канал есть на Рутубе и на Дзене. Есть еще группа ВКонтакте, куда я выкладываю дополнительные фотографии. Чтобы не потеряться, обязательно подписывайтесь, потому что неизвестно, что дальше будет с Ютубом. Оставайтесь на канале, все ссылки в описании.